Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь во Франции, в Париже. Из Швейцарии в Париж мы приехали позавчера. Остановились в этом отеле, который называется Ибис Бюджет. Точнее, можно сказать, я нахожусь в Париже, но за его пределами. Вот смотрите, здесь у нас находится МКАД, вот эта большая дорога. За ней идет Париж, а мы как бы живем, если по московским меркам, называется в Балашихе. И вот я очень долгое время думал, о чем снимать ролик про Париж, потому что многие такие известные блогеры, как Антон Птушкин, Жанна Бадоева, Орел и Решка, Шевцов, рассказывают обычно про Париж как. Они показывают красивые виды, Нотр-Дам-де-Пари, они показывают Лувр, Эйфелеву башню. Это вы можете посмотреть и на других каналах. А я вам хочу показать именно ту жизнь Парижа, которая, так сказать, повседневную жизнь простого человека. Вот сейчас я вышел в 9 утра на улицу. Сейчас хочу просто пройтись по улицам, показать, что творится за пределами, так сказать, МКАДа, Парижской кольцевой дороги. Сейчас мы перейдем буквально на ту сторону, окажемся в Париже. И я просто буду идти, таким образом снимать жизнь от первого лица. Может быть, пообщаюсь с людьми, поспрашиваю их что-нибудь про Париж, про Францию, про политику, про зарплаты, про жизнь и так далее. Так что, кому интересно прогуляться просто так со мной, вы со мной гуляйте. Кому не интересно, я внизу оставляю тайм-коды. То есть те места, которые я буду посещать, вы можете просто сейчас по тайм-кодам перейти и посмотреть. А сейчас мы просто двигаемся вперед, показываем ту жизнь, которая происходит за пределами Парижа пока что. Погода сегодня хорошая. Вчера лил дождик небольшой, но все равно это нам не помешало пройти довольно большое расстояние. Мы прошли около 20 километров, наверное, по Парижу с коляской. Это было не очень удобно. Сейчас параллельно вы можете смотреть, как у меня все это вчера происходило. Это вот для моего друга, который постоянно Россию хает, что проехать нельзя. Вот в Париже тоже не всегда можно проехать по дорогам. И эти дороги разбитые. Но опять же, потому что мы сейчас как бы не в Париже, а мы в местной Балашихе, можно сказать. Поэтому не всегда можно проехать с комфортом. Ну и в принципе, пока сейчас идем, такое ощущение, что действительно находимся где-то в подмосковном городке. Ну иди рядом с ней, постоянно плачет. Я не могу быстрее, у меня нога болит. Сколько раз говорить? Вот видите, вот так вот моя жена всегда себя ведет. А потому что вы важнее меня. Когда начинает я снимать, все. Не дает мне заниматься, понимаете? Один, никого нет. Она реально никогда мне не дает нормально снимать. Ребята, это он просто живет с вами, не со мной. Все, вот это вот я выкладываю. Слава Богу, наконец-то все узнают, кто я такая. Наконец-то настоящее лицо. Ну реально. Все так можно вести. Она обувь потеряла, шапку потеряла. Я иду хромаю, ему Я здесь сказал, я вчера сказал, я буду снимать. Да, давай, ну, давай на Я вчера сказал, типа, я снимаю. Нас обгоняют.
Вот, все, получается, мы сейчас переходим эту кольцевую дорогу. И, в принципе, сейчас мы вот вошли, можно сказать, в Париж. Будем останавливаться на светофорах, будем смотреть разные здания. Так как мы сейчас находимся в пригороде Парижа, точнее уже зашли в Париж, это то же самое, что как будто мы живем в Балашихе, а сейчас, например, зашли на территорию Москвы. Поэтому здесь еще не так красиво. И почему мы сняли отель именно в пригороде? Да именно потому, что хотелось посмотреть, как живут не в фешенебельных хороших отелях люди, а как, ну то есть когда вы останавливаетесь, например, в самом городе, получается вы выходите, и у вас сразу Нотр-Дам, или выходите сразу какое-нибудь историческое здание. Но гораздо интересно, когда вы живете в таком месте, чтобы можно было гулять и смотреть всю жизнь города без купюр. То есть можно увидеть все. Архитектуру. Можно увидеть, как строится город. Можно увидеть, как живут люди, как они передвигаются на автобусах, на транспорте, на такси. Какие ездят автомобили. Потому что обычно в исторических местах городов все красиво, дорого, богато. А в простых районах любого города все не так, как именно в старых частях города. Сегодня прохладно, сейчас, наверное, где-то около 3 градусов. Вот, смотрите, интересная особенность. В Париже можно спокойно снять электроскутер. Нужно оплачивать его по карточке и спокойно передвигаться до любой точки, где вы захочете его оставить. Вы его оставляете. Также можете взять в аренду велосипедики. Очень много. Смотрите, погода, как я сказал, почти что около нуля. Очень много велосипедистов на улице ездит. Очень много мотоциклистов. Сегодня суббота, не так много людей на остановках. Вчера, конечно, было побольше. Вот, там еще скутер, на котором можно передвигаться, но мы пойдем пешком. Потому что, когда идешь пешком, замечаешь много интересных вещей. В Париже очень много разных ресторанчиков, видите, с правой стороны, с левой стороны рестораны, которые стоят прямо в углах домов. В среднем покушать в ресторане стоит около 30 евро. Я имею в виду такая еда, как пицца, паста, простенькая, да, что-то вот перекусить, зайти. Вот кто-то сидит уже с утра, кушает. Сейчас будем заходить, наверное, в разные магазинчики, мясной магазин. Вот, можно курочку-гриль купить. Когда-то и в Москве можно было все это сделать. Опять стоят скутеры. А?
Но конечно, вечером на улице города побольше людей. Сейчас не так много, сегодня суббота, скорее всего, из-за этого. Ну и сейчас, как будем дальше продвигаться в центр, будет уже побольше туристов и побольше разных интересных вещей. Друзья, кому интересно, я покажу свой отель в конце. Можете тоже дождаться конца видео или сразу перемотать, посмотреть, какой у нас отель. Небольшая комнатка, наверное, метров 8. Есть все необходимое, стоит 59 евро за ночь. Парковка стоит 11 евро. Мы приехали из Швейцарии, мы приехали во Францию, в Париж на машине, потому что завтра мы уже будем на острове Мартиник. Сегодня вечером у нас вылет. Супругу пригласили на остров Мартиник выступать с концертами. И так как она может взять с собой еще два члена семьи бесплатно, все это оплачивается. То ей оплачивают перелет на членов семьи и проживание. Сейчас попозже, когда пойдем, будут открыты нормальные магазины. Мы зайдем в разные магазинчики, посмотрим, какие здесь цены. В Париже тоже есть высотные здания, жилые дома, скорее всего. Вот такая аптека. Не все магазинчики, не все рестораны еще открыты, потому что раннее утро, но дальше сейчас будет уже поинтереснее. У нас сегодня прям везде зеленый свет. Магазин с фруктами. Ну вот, например, давайте смотреть. Яблочки 3,85, апельсины 2,59, каки, это хурма, 0,69. Ну, примерные цены, сколько что стоит. Так интересно, что хурма называется каки во Франции, а конкретно в Париже. Вот помещение, где можно снимать апартаменты в аренду или покупать. Студия 144 тысячи евро. Апартаменты однокомнатные 160 тысяч евро. Двухкомнатные апартаменты в Париже 259 тысяч евро. Две комнаты 47 квадратов 418 тысяч евро. Цены подороже, чем в России, чем в Москве. Но я не знаю, в каком районе продаются эти апартаменты. А вот это вот так называемые магазинчики мяса. Здесь можно купить мясо любого сорта и стиля. Pourquoi vous filmez, monsieur? Pourquoi vous filmez? Parce que j'ai fait YouTube chaîne. Сразу начинают нервничать. Прям снимать нельзя.
Вот какое большое здание, наверное, какая-нибудь гостиница. Какие красивые продукты. Десерты. Настоящая французская булочная. Еще аптека. Вот, начинаются потихонечку исторические здания. Ну, на самом деле Париж очень интересный. Чем-то похож на Питер, чем-то похож на Москву. Очень много интересных исторических зданий. И когда идешь, прямо глаз радуется и душа поет. Но это видео как раз таки предназначено именно для тех, кто любитель исторических зданий, архитектуры. Почти что на каждом углу булочные с их продукцией. Вот французские багеты, выпечка. Люди уже с утра закупаются покушать, позавтракать. Друзья, вы можете пока написать в комментариях, кто из вас был в Париже, что вы видели, куда ходили, какие экскурсии посещали, понравился ли вам этот город или не очень. Вот видите, впереди поехала полицейская машина, патрулирует улицы. Интересная машина. Вот, кстати, как выглядит станция метро в Париже. Просто ступеньки, и вы спускаетесь вниз в метрополитен. Это первый выход. Все скромно, без особого пафоса. Причем каждые линии метро выглядят именно так. А вот с этой стороны вы можете спуститься по эскалатору. Но сейчас в Париже такая особенность, вернее во всей Франции. Сейчас идет глобальная забастовка машинистов электропоездов. Сейчас по всей Франции не двигаются поезда, электрички. На
станциях метро тоже не ходят поезда в течение 3 или 4 месяцев. Это официальная забастовка. Люди все договорились и просто не выходят на работу. Они хотят повышения зарплат, ждут этого несколько лет. В том году уже была подобного рода забастовка, но людям так и не повысили зарплату. Я, конечно, удивляюсь, почему бы не пойти на уступки людей и не повысить зарплаты всем, кто этого просит. Но, с другой стороны, понимаю, что если повысить зарплаты одной группе лиц, вот еще одна красивая булочная, если повысить зарплаты одной группе лиц, то потом по цепной реакции остальные люди также захотят какого-то уважения к себе и также захотят повышения зарплаты и всего остального. Какой-то магазин мебели. Поэтому, к сожалению, сейчас не работают поезда. Трассы автомобильные переполненные автобусами, такси, машинами. По городу также невозможно передвигаться на метро. Вот какое-то большое здание, которое строится, наверное, тоже где-то гостиница. Как вы видите, в принципе, индустриальные части городов, они не намного отличаются от всех городов в России. Также идет стройка, что-то реновируется, что-то переделывается. Вот, еще какой-то отель Ибис. Но вот здесь, скорее всего, будет стоить около 100 евро. Уже около 100 евро. Хотя мы сейчас идем буквально 20 минут уже почти в центре города. Друзья, мы почти в центре города Парижа. Очень удобно, что везде сделаны велосипедные дорожки. Вот она, пешеходная зона. А вот она, велосипедная зона. Так что, друзья, следующее видео уже будет из Мартиники. Мы запишем видео, как мы живем, в каком мы живем отеле, в каких условиях. Сделаем обзорную экскурсию по острову Мартиник. Напишите сейчас в комментариях, с чем у вас ассоциируется этот остров. Может быть, уже в комментарии накидаете какие-нибудь предложения, что можно будет заснять и что показать. Ну а сейчас наслаждайтесь пока видом Парижа. Я специально поменьше снимаю себя и побольше снимаю город и его красоту. Вот готовится какой-то передвижной аттракциончик. Сейчас мы находимся в Париже на кольце, то есть это, можно сказать, площадь, Place de l'Italie называется, то есть итальянская площадь. Это, видите, такой большой круг. Вот указатель написано Итали, но это указатель не на Италию, а именно Place
Италии. То есть итальянская площадь. Сейчас мы этот круг обойдем и пойдем по направлению в центр. Вот еще у нас выход из метро. Называется Плас Италии. Посмотрите, каждый дом — это отдельное архитектурное сооружение. Каждый дом — это произведение искусства. Небольшой скверик, где можно посидеть. Конечно же, если приезжать в Париж летом, то будет совершенно иной вид. Все деревья будут зеленые. Вот, даже какие-то фисташки растут или что-то такое. Сейчас после новогоднее время. По-моему, сегодня 4 число. Я уже немного потерялся в датах. Но, тем не менее, надо контролировать ситуацию, чтобы сегодня не пропустить самолет. 2 дня я гулял с семьей специально. Но с семьей, конечно, не всегда получаются удобные прогулки. Это коляски, это какие-то... Вот какой красивое здание. И переходят на красный, но мы тоже пойдем. Здесь во Франции люди не такие сдержанные и переходят на красный свет все. Ну, если есть возможность. Если есть возможность, то переходят все на красный свет, не парятся. Хотя это, конечно, очень опасно. Потому что здесь движение такое вот. Мы, когда вечером гуляли, было побольше машин, побольше трафика. Сегодня, еще раз повторюсь, просто выходной, поэтому не так много вообще людей на улицах, не так много. Но еще и раннее утро. Все обычно до вечера гуляют. Вот так выглядит кинотеатр в Париже. Сейчас он, наверное, еще закрыт. Вот такие фильмы. Напишите в комментариях, на какой фильм вы уже ходили из представленных. Ну а по сути мы идем уже по самому Парижу, друзья. Точнее, мы идем тут уже 20 минут. Вот видите, красный свет. В Швейцарии бы люди стояли и ждали. Ну и в Германии, наверное, так же. А здесь мы подождем, потому что я не знаю, куда едет этот транспорт. Вот так как никого нет, то мы переходим. Остальные люди тоже переходят. На каждом шагу пиццерии. И почему-то кинотеатры. Вот такие маленькие кинотеатры, домашние.
Как и в Швейцарии, очень много шаурмы. Ну, Европа приняла такую еду. Потому что это все-таки быстро, удобно. Вот какое красивое здание, смотрите, у нас. Это музей. Это музей, в котором, кстати, идет сейчас бесплатная выставка. Мы в него так и не попали, но, может быть, на обратном пути, когда приедем в Париж, посетим. Очень красивое здание. Вот она, еще одна станция метро. Видите, как я говорил, все станции закрыты. Проехаться на поезде не представляется возможным. И вот везде стоят такие вот баки. Это пункты приема стеклотары. Можно туда сбрасывать стекло, банки и бутылки. Друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Думаю, вам интересно сейчас со мной гулять, смотреть на улочки Парижа. Никто другой вам этого не покажет. Ну и на самом деле, мое мнение такое, я два дня уже по Парижу погулял. Многие же ассоциируют этот город с романтикой, с парочками, с какими-то любовными историями. Вы знаете, мне кажется, это было, ну, может быть, в 70-е годы, в 60-е годы. Это вот мода нам навязывала, что Париж — это романтическое такое место. Конечно, город красивый, но вот когда сейчас по нему идешь, ну, пока мы еще не зашли в старую часть города, да, складывается впечатление, что это просто такой, ну, рабочий городок. По сути, как обычные Питер и Москва. И здесь, конечно, есть много интересных исторических сооружений, которые навевают на нас романтику. Это собор Парижской Богоматери. Так, красный цвет дороги нет, но все переходят, но мы будем как нормальные швейцарцы ждать. Ну, вот этим, да, конечно, отличается менталитет швейцарцев от французов. Швейцарцы, конечно, более сдержаны. Так, будут стоять до последнего, даже если светофор сломается ночью, а они будут до последнего стоять. А машины пропускают. Так, я, наверное, тоже велосипед детства пропускаю и приобщаюсь к французам. Перехожу на красный свет. И посмотрите сейчас на Париж. На всем протяжении моего пути
я встретил, наверное, 1/3 афро-французов, 1/3 азиатов, которые, скорее всего, приезжают сюда на работу, на заработки. Афро-французы, скорее всего, они не работают, живут на социалке, они приезжают сюда как беженцы. И получается, что вот остальная часть, которую мы встретили, светлых людей, парижцев, да, французов, это, скорее всего, такая тоже рабочая прослойка. 50 на 50. 50%, наверное, это все-таки рабочие, а 50% это просто туристы. Вот, мне кажется, сейчас мы заходим в историческую часть. Винный магазин. Пожалуйста, шампанское 41 евро, 22 евро, 59 вино. Друзья, посмотрите, какая архитектура. Просто слов нету. Летом, конечно же, работают фонтанчики. Какой шикарный храм открывается нашему взору. Можно фруктики купить. Это вот уже похоже на романтическую Францию. Какое красивое сооружение, друзья. И вот, пожалуйста, на самом верху на шпиле водружается петух. Это символ Франции. Давайте зайдем в храм и посмотрим убранство. Напишите в комментариях, кто был хоть раз в католический храм.
Никто не слышал ваши секреты. Как и возле любых. Вот какой-то итальянский магазинчик. Оливы. Вот, пожалуйста, это называется итальянская паста. По-русски макароны. Кнопки. Равиоли. И вон на заднем плане наши русские вареники и пельмени. Как и возле любых храмов в России, конечно же, присутствуют свои нищие. Их здесь во Франции много. Я еще раз хочу сказать, что я не снимал эти дни магазинчик мяса. Monsieur, bonjour. Bonjour. Магазин сыров. Какая интересная выпечка. Глаза разбегаются, да, друзья? У вас тоже потекли слюнки? Вот такие же тоже эскарго мы делаем у себя. С изюмом в нашей булочной. А вот какой-то китайский ресторан. Салат японский. Салат с морковкой, с капустой. Господи, как же все боятся камеры. Вот, пожалуйста, курочка гриль опять. C'est très délicieux, monsieur. Вот, пожалуйста, шашлык. Кто-то спрашивал, едят ли в Европе шашлык. Так, ну прикольные 8,90. Курица стоит 8,90 за килограмм. Это примерно 7
Нет, почти 800 рублей, наверное, да, по курсу. Я, к сожалению, сейчас точно курс не помню. Вот это вот называется фуагра. Это печень, гусиная печень. Это традиционное блюдо во Франции, особенно в Париже. Фуагра. Насколько я знаю, гусей вот морепродукты. Мидии. Вот раньше, когда мы на озеро Новотроицкое ездили, мы вот таких мидий собирали. Они в Пресном озере тоже водятся. И жарили на костре. Магазинчик вина. Смотрите, а здесь вино недорого. 5,90, 10 евро, 11,60, 8,90. Очень хорошие цены, я скажу, на вино. Магазинчик сыра. Это все фермерский сыр. Очень красиво, друзья. А запах такой стоит, что закачаешься. Этот домик очень похож на английский. Смотрите, похоже что-то на английский квартал. В английском стиле. Хотя я в Англии еще не был, но я примерно так его себе представляю. Ну, скажите, вот это уже больше похоже на Францию, да? Какие-то магазинчики, ларечки, скверики. Действительно романтика. Вот смотрите, какая-то маленькая улочка. Очень уютная. Мы сейчас не будем тратить на это время, пойдем дальше. Бижутерка. Жалко, что сегодня суббота и большинство магазинчиков закрыто. Обычно они открываются уже попозже, когда начинают гулять туристы. Сейчас, я так понимаю, туристы все спят. Сейчас время 10 часов, 10 утра, поэтому еще не так много людей нравится. Но мы тем не менее продвигаемся, почти что уже достигли нашей цели. Я еще раз хочу посмотреть Нотр-Дам-де-Пари. Это мое самое любимое, наверное, здание в мире. Но оно у меня ассоциируется, конечно же, с книгой Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Кто не читал, советую почитать. Люди, которые живут в Париже, очень любят это произведение, очень любят Виктора Гюго. Он в хороших красках рассказывает о Франции тех лет. Вообще очень интересный писатель. Может быть, даже и хорошо, что мы сегодня идем и нету особо людей на улицах. Зато есть возможность все посмотреть. Смотрите, для кого
были сделаны вот такие большие двери, как вы думаете? Может быть, раньше жили какие-то великаны? Напишите в комментариях, как вы думаете, для кого делались такие большие двери? Потому что в Европе очень много таких больших портов, так называемых. По-французски дверь — это порт. Поэтому можем называть, что это большой порт. Магазин сувениров. Пожалуйста, Эйфелевы башни в ассортименте. Значки. Магнитики. Знаменитые беретики. Парижские. Сумочки «Я люблю Париж». Веганская еда. Кто еще не написал в комментариях, нравится ли вам такой формат прогулок, напишите, пожалуйста. Вот еще интересный магазинчик сувенирчиков ручной работы. Хот-доги. Ресторан Жапоне. Японский ресторан. Вот уютное местечко. Мне кажется, интересно, один раз вечером шли, было много людей здесь. Называется Блинная. То у меня многие люди уже в комментариях спрашивали, а едят ли в Европе шашлыки? Ну, как вы убедились, едят. А едят ли в Европе шаурму? Ну, шаурма здесь вообще на каждом, вот эти, ночной клуб. Шаурма здесь вообще на каждом углу. Это любимая, наверное, сейчас пища швейцарцев. Швейцарии конкретно. Ну и во Франции, смотрю, тоже много шаурмы. А также, кто меня спрашивал, едят ли в Европе сэндвичи, бутерброды по-русски. Очень любят. Сэндвичи очень любят. А вот суши, например, не так много. Смотрите, вот вышли опять на какую-то красивую площадь. Вот смотрите, Мизон. Это дом построен в 1748 году. Исторические здания. Мне, конечно, очень нравится старый город. В любом городе Европы старый город — это что-то. Стоят контейнеры мусорные, люди выбрасывают сюда мусор. Давайте перейдем на другую сторону, посмотрим, какие здания с этой стороны стоят. Очень красиво.
китайский ресторанчик, вьетнамский ресторанчик. Очень богатая, разнообразная кухня во Франции, в Париже. Китайский ресторанчик, итальянский ресторанчик, пиццерия. И вот смотрите, друзья, на заднем плане у нас виднеется красивейший храм. Сейчас мы тоже туда зайдем. Он гораздо больше того храма, в котором мы сейчас с вами были. Пока машин нет, можем перейти. Посмотрите в лучах солнца, как красиво. И представляете, что этим постройкам почти 1000 лет. 1000. Представляете, вдумайтесь. 1000 лет. Как люди вообще могли вот это построить своими руками, я не понимаю. Лично я, когда вижу вот эти строения, у меня захватывает дух. Это очень помпезно, очень красиво, очень завораживает. Опять посмотрите, какое большое здание с большими дверьми, с большими окнами. А слева у нас находится Пантеон. Начал строиться в 1242 году. Смотрите, какое просто это великолепие, друзья. Начал строиться в 1242 году. И здесь раньше был храм Святой Женевьевы. Женева, наверное, это что-то из одного разряда. И в 1748 году был заложен, разобрали тот храм и на его месте построили вот это грандиозное здание. Это храм всех святых. Здесь похоронены самые известные люди Франции и Парижа. А вот это храм. Посмотрите, какой он красивый. Я надеюсь, камера полностью меня берет и показывает все великолепие этого сооружения. Попробуем зайти, но мне кажется, что этот храм тоже на реставрации. И, возможно, не получится в него сейчас зайти. Но мы попробуем. Как это люди могли сделать, я не понимаю. Особенно 1000 лет назад, друзья. Почему вот сейчас такие здания не строятся, а 1000 лет назад это могли строить? Какое великолепие, друзья.
друзья, вот это орган. Представляете, какой большой орган? Очень красивый. А вот это клирос. Здесь поет хор обычно. Это специальные балкончики, на которых поет хор. Как красиво. Красное дерево. Давайте еще раз полюбуемся на эту красоту. Это просто величественно. Это величественно. Очень красиво. Тут такая атмосфера, вы знаете. Просто уходить не хочется. На самом деле выходить из таких мест не хочется, потому что, во-первых, атмосфера очень сильнейшая. Наверное, даже вы сейчас, смотря со мной это видео, как-то прочувствовались, прониклись, да, тем, что, ну, во-первых, как это можно было построить? Как? Я не понимаю до сих пор. Вы представляете, сколько жизней потрачено на это, на строительство таких вещей? Сколько эмоций, сколько переживаний, сколько энергетики заложено в такие грандиозные сооружения, да? Сколько людей задействовано. Это просто поражает. Посмотрите, как красиво. Башня видна. В облаках. Я просто потрясен, друзья. Эти храмы, во-первых, не только намоленные. Представляете, сколько тысяч людей молилось в этих храмах. А больше даже поражает эта сила и энергетика, которая заложена. Сколько людей все-таки потрудилось над этим всем. Посмотрите, что не здание, что монументальное сооружение. Такое ощущение, что действительно в Париже жили не простые люди, а люди-великаны. Потому что, мне кажется, простые люди, они уже так не умеют. Видимо, 1000 лет назад все-таки человечество обладало какими-то другими знаниями, другими умениями. И вообще были другими, чем сейчас. Были раньше другие ценности. Я почитал разные биографии разных королей, правителей, которые в свое время правили в Париже. И понял одно, что правительства разных стран, которые живут сейчас, в наше время, это чиновники, правители, президенты, они в основном все-таки больше настроены на свою выгоду, больше защищают себя,
свои семьи, своих друзей, подчиненных. А короли, которые жили в Средневековье, которые правили во все времена, они воевали, они сражались. Ричард Храброе Сердце, король Артур. Все вы знаете эти имена. И вот такие люди, они достойны восхищения, что они всегда бились за себя, за свой народ, за жизнь и так далее. Вот на заднем плане у меня тоже люди без определенного места жительства, так сказать. Опять магазинчики с мясом. Да, здесь прям на каждом шагу магазин с мясом или булочная. Но это хорошо. Дается людям возможность поесть мясо и поесть хлеба. Как говорится, хлеба и зрелищ. А вот это, наверное, полицейский участок Парижа. Посмотрите, друзья, вот там сзади виднеется мой любимый собор Нотр-Дам-де-Пари. А, вот, кстати, смотрите, многие удивлялись, а как же люди стирают в Швейцарии? А вот так. В Париже то же самое. Приходят и просто стирают в таких общих прачечных. Очень удобно. Никто не брезгует, заметьте. Вот можно посидеть на стульчиках, пока вы ожидаете свою очередь. А многие мне в комментариях писали, как же вы умудряетесь в своем доме стирать в общей машинке. Там же стираются трусы, стираются чужие носки. Ну так, друзья, вы же когда засовываете белье, оно грязное, а потом оно становится чистым. В этом же вся фишка, то что машина, она все дезинфицирует. А вот смотрите, мы попали на какой-то маркет, где можно купить все, что вашей душе угодно. И фрукты, и овощи, и вкусности. И опять же мясные изделия. Это уже готовые изделия, которые вы дома можете просто разогреть. Омар. Чуть голубь меня не сбил. Вот опять же, смотрите, вход в метро. Точнее, выход из него. Может быть, метро и заработало, но может быть какая-то одна из станций и работает. А вот это называется галет де руа. Это слоеное тесто с разными начинками. И внутри расположена статуэтка Иисуса. Посмотрите, сколько людей, что невозможно даже снять видео. Потому что все хотят съесть этот рождественский галет де руа. Yes. Oui. И в каждый вот такой пирожок, который я показал, который называется галет де руа, закладывается, как я сказал, статуэтка короля. Статуэточка короля. И если вы его съедаете, в этот день вы король. Вернее, если вы находите в торте, один из членов семьи находит эту статуэтку, то он становится на целый день королем. Вот такая есть традиция. Очень интересная.
Друзья, еще раз напоминаю, что не забудьте ставить комментарии, вернее ставить лайки, писать комментарии и, конечно же, писать, нравится ли вам такой стиль прогулок. Без купюр, без каких-то вырезов, просто живое общение, можно сказать. Идем вместе с вами гуляем. Потому что немногие из вас были в Париже, не у всех есть возможность с визами, с чем-то еще. Поэтому вот тоже вход в метро, другая сторона. Странно, видите, работал эскалатор только на выход, а спуститься можно только по лестнице. Ну как вкусно. Бон аппетит. Я сказал голубям бон аппетит. Какая прекрасная погода. Выглянуло солнышко. Даже и не хочется никуда уходить. Но тем не менее, время уже поджимает. Я очень хочу вам показать Нотр-Дам-де-Пари. Ну, у людей также рабочие будни, видите. Люди работают, стараются. Вот, прошли мы по такому небольшому пятачку, где были все люди. А сейчас опять просто маленькие улочки. Очень хотелось бы еще попасть на Эйфелеву башню. Но если по времени сейчас успевать не будем, то запланируем тогда поход на Эйфелеву башню в следующий раз. Или вы просто посмотрите Эйфелеву башню на видео. Ну, пару фоток я вам тоже могу прикрепить в своем сегодняшнем видео. Так, здесь у нас идет реставрация полным ходом. Нотр-Дам-де-Пари предстает нашему взору. Вы знаете, когда я первый раз увидел это здание, этот храм, эту прекрасную постройку человечества, я, конечно, был в шоке. Потому что это настолько величественно и настолько помпезно, настолько красиво и необычайно и огромно, то, что мне просто не верилось своим глазам. Вот действительно, вот это построить, это, я не знаю, кто мог. Сейчас мы обойдем остров, потому что храм Нотр-Дам-де-Пари находится на своеобразном острове. Он окружен вот такой рекой Сена. Сейчас мы обойдем, чтобы посмотреть его с лицевой части. И я вам расскажу, что в 2019 году, 15 апреля, Нотр-Дам-де-Пари загорелся. Вот видите, сейчас идут реставрационные работы. Этот храм горел, и плакала не только вся Франция, не только весь Париж плакал, а также плакали, наверное, весь мир. Я был в шоке. Я один раз уже был в Париже и видел этот храм вживую. Я заходил в него вовнутрь. Те храмы, которые мы сейчас посещали, это, конечно, совсем другая история.
Здесь уже, видите, подтягиваются туристы. И мне кажется, кто был в Питере, напишите в комментариях. Очень похоже на Питер немного, да? Вот это как будто набережная Невы. Ну, как всегда, азиатские, китайские туристы повсюду. Кто-то здесь остается работать навсегда и уходит в рабство. А кто-то просто приезжает как богатый турист. Нотр-Дам Хотель. Посмотрите, пожалуйста, сейчас в интернете, сколько стоит вот этот отель. 3 звезды, находится прямо возле Нотр-Дам-де-Пари. И сколько он стоит. Конная полиция. Помогите, собачка. Собака. Так. Здесь прям не подойти. Вот раньше здесь была целая площадь, на которой можно было гулять и подходить, смотреть этот величественный храм. Также раньше вот здесь наверху был шпиль, который сгорел. К сожалению, теперь не подойти к нему, но мы сейчас обойдем вокруг. Мы сейчас обойдем вокруг этого храма. И я покажу инсталляцию, как он горел. Там прям есть небольшая фото-выставка людей, которые были в самой гуще событий и которые могут кое-что показать об этом. Вот тоже какое красивое монументальное здание. Это тюрьма. Вот. К сожалению, вся площадь огорожена. Нету возможности гулять по ней. Но я знаю лазейку, как можно подойти с другой стороны здания и показать его вам. Показать его монументальность и красоту именно вживую. Все, солнышко наконец-то ушло за здание. Мы можем поближе сейчас к нему подойти. И здесь на инсталляциях показано, как храм выглядел раньше. Видите, у него был исторический вот этот красивейший шпиль, который, к сожалению, сгорел. Примерно это выглядело вот так вот. Как горит шпиль. В этот момент все плакали. Весь мир сожалел о случившемся. И что произошло потом? Внутри это выглядело примерно вот так.
Но, друзья, когда зашли спасатели, они увидели, что сохранился крест. Представляете, под обломками из досок, из горящих, сохранился крест. Это было чудо. Представляете, сколько было проделано работы, чтобы вот это все потом выгребать оттуда, восстанавливать. Посмотрите, крыша просто вся обвалилась. А знаете почему? Потому что крыша была сделана преимущественно из дерева. Вот лики святых, которые обгорели очень сильно. Конечно, памятник архитектуры практически был уничтожен. Целый день спасатели тушили его. Но посмотрите, как это красиво, как это впечатляет. Этот храм тоже строился примерно 1000 лет. Очень много правителей продолжали строительство этого сооружения. Улица перед храмом. А теперь, по сути, строительство так дальше и продолжается. Потому что мы, человечество, теперь должны восстанавливать его. Восстанавливать эту утрату. Наверное, самый первый вопрос, который задавали все спасатели. С чего начать? С чего начать? Представляете, когда вы заходите в храм после тушения пожара и видите вот это, что вы скажете? Ё-моё! Как так? Вот, видите, делают специальные деревянные укрепления. Сейчас вы их можете наблюдать на 2-м ярусе. Это укрепления, которые поддерживают конструкцию, чтобы свод окончательно не разрушился. Потому что сейчас он после пожара, по сути, был совершенно не укреплен. И это сделано, чтобы колонны окончательно не разрушились. Вот так это все выглядит с высоты птичьего полета. Давайте еще раз полюбуемся на эту красоту. Как жалко, что мы не можем вживую посмотреть за забор и посмотреть, как красиво все это выглядит. Посмотрите, собирали по крупицам, брали анализ материала. И по этому материалу определяли, какая балка, откуда упала и что сгорело. Вот это вот смотровое окно, которое сгорело. Так называемая розетка. Да, зрелище, конечно, жуткое. Я надеюсь, камера передает всю боль этой утраты.
здесь фотографии уже начинают дублироваться. Еще раз показаны лики святых. Еще раз показаны масштабы разрушений. Друзья, я желаю всем, чтобы каждый дождался того момента, когда храм этот восстановят, и можно было бы опять в него войти. Потому что, конечно, это... Вот если вы побывали один раз в этом храме, то вы сразу бы наполнились такой энергетикой до конца жизни. Я один раз на себе уже это прочувствовал. Io pensavo di vederci sempre. Forse perché sono. Один раз в жизни я был в Париже. Мы ездили сюда на гастроли. Я пел русские народные песни. В парижских вот таких вот храмах, которые я вам показал до этого. Пел русские народные песни. Людям очень нравилось. И было просто потрясающе. Потрясающе провели, можно сказать, время. Вот такая красота. А вот здесь за забором находится парк. Вот тут я неправильно припарковался. Работает эвакуатор, друзья. Кстати, вчера шли, когда гуляли, прямо на тротуаре. Ну, то есть все люди обычно нормально паркуются. А тут, значит, прямо на тротуаре припарковалась машина. А я смотрю, какой же там номер. Написано украинский номер. Стоит машина прямо на тротуаре. Ну, что говорится, что русскому человеку не помеха. Надеюсь, его не забраковали, не заблокировали и не увезли его машину. А давайте подойдем, посмотрим, как выглядит сено с другой стороны. Так, такси, пропусти нас. Вот бездельник сидит, кормит чаек. Друзья, напишите в комментариях, хотели бы вы жить в таком месте. Посмотрите. И отсюда также мы можем наблюдать Нотр-Дам-де-Пари. Кстати, кто смотрел мюзикл Нотр-Дам-де-Пари, напишите свое мнение в комментариях. Лично я этот мюзикл очень любил. Вот влюбленные парочки. Все, я предлагаю сейчас еще раз прогуляться вокруг собора, пройти немного вдоль набережной и посмотреть на здания вокруг, вдоль Сены. На самом деле держу камеру сейчас я рукой все это время в таком статическом, можно сказать, положении, и, как я сказал, не очень-то на улице жарко, около 3 градусов, хотя и светит солнышко, но не сказать, что прям это комфортно, и, честно сказать, у меня пальцы уже немного занемели. Так что, кто досмотрел до момента сейчас, пожалуйста, поставьте лайк, напишите мне какой-нибудь добрый комментарий и пожелайте, чтобы я не остался сегодня с отмороженными конечностями. Хотели бы искупаться здесь?
cho chụp ảnh đứng sau này đó. Отсюда очень красиво. Так, к сожалению, историю мы практически чуть не потеряли. Ну, будем надеяться, что храм восстановят, и каждый желающий еще раз сможет в него попасть. Я бы с удовольствием еще посвятил этому мероприятию несколько дней своей жизни. С удовольствием побывал бы еще раз в Париже и посмотрел на эту красоту. У меня на часах почти что без 5:11. В 12 я должен быть уже в отеле, чтобы успеть его освободить номер, очистить от своего присутствия, помочь жене собрать вещи. Поэтому сейчас буквально чуть-чуть еще мы прогуляемся, посмотрим набережную, какие здания здесь присутствуют, и, наверное, потом уже поедем в другую сторону. По моим подсчетам, сейчас мы прошли уже около 5 километров. Я вчера изучал карту, чтобы не заблудиться, чтобы онлайн можно было идти и снимать. Онлайн. Друзья, кто уже посмотрел, сколько стоит отель Нотр-Дам Хотель, пожалуйста, напишите мне, не забудьте. Потому что мне будет очень интересно сравнить цены. Может быть, в следующий раз это 3 звезды, может, он не такой дорогой. И в следующий раз тогда лучше остановиться здесь. Но почему мы еще остановились в Париже именно в пригороде? Потому что мы летим из аэропорта не Шарль-де-Голь, это известный аэропорт большой, а аэропорт Орлан, как он так называется. И поэтому нам так лучше. Нам гораздо лучше лететь так, потому что от аэропорта до места, где мы живем, до нашего отеля всего 10 минут на машине. Потом мы оставляем машину на парковке до 20 числа и уже летим на Мартиник. Вон он еще раз виднеется, Пантеон. Ну и попрощайтесь с собором Нотр-Дам. Поставьте последний раз ему лайк. И мы сейчас переходим дорогу. Здесь лучше не нарушать. Ну вот, кстати, здесь у нас и метро есть, Нотр-Дам, смотрите.
Вот на левой стороне, посмотрите, тоже монумент, это фонтан. Фонтан Архангела Михаила. Уже очень красивое историческое здание 1720 года. Практически это вот является центром Парижа. То есть вот он еще раз у нас Нотр-Дам. Зеленый свет загорелся, можно идти. Остается не так много уже. У меня, к сожалению, еще остается не так много заряда. Но ничего, я думаю, хватит на прогулочку. Я все-таки хочу дойти до Лувра и показать вам здание Лувра. Оно вот виднеется впереди. Повсюду, как и во всех исторических городах, можно выбрать картины, сувениры местных художников. Я сейчас быстренько проконтролирую время, посмотрю, сколько у нас. Сейчас уже натикало. Так, 11:03. 11:03, но еще, наверное, буквально 10 минут. 10 минут и уже можно выдвигаться домой, чтобы успеть, потому что в Париже сейчас могут начинаться пробки в дневное время. Ну, хотя, опять же, сегодня выходной. Может быть, сегодня пробок особо и не будет. Посмотрим. И друзья, если будете в Париже, то знайте, что если вы пойдете пешком
от собора Нотр-Дам-де-Пари, вот откуда мы пришли, и пойдете вот так вот вдоль набережной реки Сена, то вы практически дойдете, ну, вернее не практически, а вы точно дойдете до Эйфелевой башни. От собора Нотр-Дам-де-Пари до Эйфелевой башни где-то 4,6 километра. Так что если будете вот таким образом двигаться по набережной, то вы все сможете увидеть. На пути вы увидите, во-первых, Лувр. Лувр располагается по правой стороне. И мы к нему уже практически подошли. Вот он впереди, Лувр. Интересное тоже здание. Я про него почитал. Раньше это вообще был замок. Замок правителей. Много правителей использовало его как королевский дворец. Но со временем он превратился в исторический музей. И сейчас он является самым крупнейшим музеем в мире. Музеем живописи. Так что, если будете в Париже, обязательно посетите Лувр. Ну, или хотя бы посмотрите о нем в интернете. Любителям искусства, живописи это будет очень интересно. Слева мы видим музей Конти, исторический музей, где собрано очень много артефактов Парижа. И не только Парижа, но еще и Франции. Конечно, чтобы посетить все такие достопримечательности и исторические места, нужно не несколько часов времени, а несколько дней, чтобы попасть везде, походить везде. Я мог бы тоже устроить экскурсии по таким местам. Так что напишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам это интересно. А вот видите, спасатели стоят в красном. Они сейчас, это не спасатели, это аквалангисты. Они сейчас будут нырять и искать утопленников. В Париже очень много людей, которые отчаялись в жизни, бросаются с набережной реки Сены и частенько топятся, поэтому их потом вылавливают. Ну или просто несчастный случай. Также еще находят разные интересные вещи, типа утопленных велосипедов, скутеров. Эти вот скутеры, которые мы видели, которые на каждом шагу здесь электрические, их тоже бывает выбрасывают в реку зачем-то. Ну, может быть, случайно. Друзья, в общем, еще раз хочу сказать, что напишите мне в комментариях сейчас, интересен ли вам такой формат видео. Если интересно, я вам на обратном пути запишу еще видео. Может быть, какие-то у вас есть пожелания, рекомендации, что-то вы хотите узнать конкретно, что-то посетить. Смотрите, какой красивый храм. Похоже, что-то тоже на какую-то древнюю галерею, где, возможно, проходили какие-то мероприятия.
Конечно, на ходу, без энциклопедии, очень сложно все понять и рассказать о всем, потому что я не ходячая энциклопедия. То, что я вчера почитал, я об этом вам примерно рассказал. Вот. И вот это у нас здание Лувра. Можно, конечно, как-то исхищриться и сходить в Лувр, поснимать там, хотя это запрещено, но можно что-то придумать. Опять же, я готов это для вас сделать, если вы напишите мне свои пожелания, поставите лайк и перешлете это видео друзьям, потому что многие, наверное, хотят тоже погулять по Парижу, посмотреть на достопримечательности и провести некую экскурсию. Кстати, интересный, мне кажется, был бы формат вот таких экскурсий, да? Когда просто гуляешь и рассказываешь. Но, конечно, на это нужно средства. На это нужно не маленькие финансы. Поэтому будем стараться зарабатывать больше и все вместе выезжать на такие экскурсии. Напишите, может быть, какие города интересно было бы вам посетить, куда съездить, какие-то исторические вещи старинные. Смотрите-ка, сколько много спортсменов в субботний день. Молодцы. Марафон. Здание Лувра, конечно, тоже поражает своей красотой. Оно строилось около 800 лет. А мне вчера понравилась эта фигурка. Вернее, скульптура. Сейчас я перейду на другую сторону. Смотрите, как интересно сделано. Если кто-то из вас архитектор или любитель архитектуры, посмотрите. Очень интересно придумано. Какой-то мужчина в джинсах с чемоданчиком. И он как разложился, как будто жидкий терминатор. У меня в определенный момент села камера. Я не заметил на каком моменте. Ну ничего страшного. Сейчас я ее подзарядил. Я взял с собой зарядное устройство. Вот такое вот. И теперь иду, снимаю зарядным устройством. Очень удобно. Powerbank. В общем, друзья, подготовился специально хорошо для вас, чтобы вам можно было сегодня посмотреть мою прогулку по Парижу. Каждый из вас сегодня побывал в Париже. Жду вас также в гости в Швейцарию. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий хороший. Потому что вот заметил я, есть какие-то люди непонятные. Я не знаю, как их называть, этих людей. Но они под каждым моим новым видео ставят дизлайк. Причем тогда, когда еще даже видео не вышло. Видео бывает у меня в премьере стоит или, сказать, запланированная публикация. И оно уже висит. По ссылке доступно. А вот смотрите, как разлагается постепенно человек. Интересная задумка.
мне, конечно, уже нужно ехать в отель, чтобы не опоздать. Поэтому сейчас я буду, наверное, ловить такси. Потому что, еще раз говорю, сейчас здесь очень большие проблемы с транспортом. Совершенно не ездят ни автобусы, вернее, автобусы ездят, поезда, метро, а автобусы ездят с большими промежутками и не по правильным адресам, так сказать. Не адресам, а не по правильным маршрутам. Поэтому это осложняет задачу добраться из одной точки в другую. Так что сейчас будем искать такси. Вот видите, машины едут, если у них красные шашечки, это значит, что они заняты. Если зеленые шашечки, значит, что они свободны. К сожалению, все такси, которые с зелеными шашечками, они проехали. Но вон впереди едет такси с зелеными. Я сейчас буду его тормозить. Сейчас я ему покажу адрес. Не остановился. Наверное, побоялся, что я его буду снимать. Я вроде и не снимаю его. Так, ой. Ладно, друзья, я сейчас, наверное, пока выключу камеру, чтобы людей не смущать. Потому что, видите, таксисты даже не останавливаются, когда я снимаю с камерой. Поэтому сейчас, если получится договориться, я буду снимать из такси. И мы еще раз посмотрим город обзорно. Именно уже с автомобиля. Но если что, встретимся уже возле отеля. C'est possible de filmer les routes? C'est possible de filmer les routes? Все, мы едем в такси. C'est pas comme place d'Italie, Élysée recul. C'est à côté. Ça c'est 6-15. Mais c'est à côté de la place d'Italie, c'est sûr. Oui. Ok. Après je vous montre. Ah bah après si vous connaissez, c'est parfait. Ok. Aujourd'hui pas beaucoup de circulation. Heureusement. Franchement, sur le GPS, je ne le trouve pas, Élysée recul. Je le trouve dans le 7e arrondissement. C'est rue Élysée recul. 6 rue Élysée Reclus 9-4 Ah, 270. 9-4. ah c'est pas à Paris, c'est à Kremlin-Bicêtre. Oui. C'est Porte d'Italie. Oui. Ah, c'est pas pareil. Ok. La place d'Italie c'est à côté. Non, c'est Porte d'Italie. Oui. Porte d'Italie. Mhm. Ouais, c'est parti. Le Kremlin-Bicêtre. Ouais, c'est ça.
putain, mais c'est pas vrai ça. Pauvre conne, va. Ça, c'est femme. Ouais, c'est pas les femmes, c'est les Parisiens. Ouais, et en plus, elle est même pas d'ici.
putain de ta grand-mère, va. Pauvre connard, va. Espèce de connard de ta grand-mère, va. Fils de pute, va. Là, c'est tout droit. Mhm. Mais normalement, hôtel, c'est après cette maison. C'est ça. C'est celui-là. À droite, là. Après cette maison. Oui, все. Все, voilà. Ah, C'est voilà, bon ici c'est bon. Ok, alors ça va 14,70 €. 15 c'est bon. Merci. Merci à vous, bonne journée. Et vous aussi. Et merci. Et aussi, bonne route. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Ну что, друзья, мы вернулись обратно к нашему отелю. Водитель разрешил снимать. Но жалко, что нельзя во Франции, в Париже садиться на переднее сиденье. Поэтому пришлось сесть сзади, поснимать сбоку. Но, как вы, наверное, услышали и заметили, очень много на дороге проблемных водителей, которые не пропускают или подрезают. Вот водитель все это время очень сильно ругался. А теперь мы заходим сейчас в наш отель. Открывается. И сейчас я вам покажу быстренько комнаты. Сейчас мы поднимемся на наш второй этаж. Посмотрим, какие комнаты в нашем отельчике. Так, у нас второй этаж. И мы поехали. Фух, вот видите, какую зарядную вещь я себе сделал. Она спасла меня. Тут можно было нормально не останавливать нашу съемку. Вот здесь вот у нас зона ресепшена. Ладно, не будем снимать, кто будет ругаться. Как всегда, конечно, в Европе все очень любят ругаться по поводу съемки. Но хорошо, что я успел до 12. Сейчас быстренько собираем чемоданы и летим на Мартиник. Так что еще раз прошу всех написать по поводу таких прогулок, если вам нравится. Вот, смотрите, вот так вот у нас выглядит коридор. И наш номер 227. Наверное, сейчас идут полным ходом сборы. Привет! Как дела? Привет!
Скажи здравствуйте, друзья. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. Ну, полным ходом идут сборы, я смотрю, ничего страшного, так что, друзья, сильно не обижайтесь. Смотрите, в общем, мы в комнату зашли, у нас тут есть туалет, обычный простой туалет со всеми туалетными бумагами. Здесь прямо в комнате есть раковина, где можно умываться, душевая, очень удобная и комфортная, посмотрите. Комфортная душевая, а также обычная двухспальная кровать с кроватью наверху. Очень удобно. Этого вполне хватает, чтобы выжить пару дней в Париже, переночевать. Больше ничего вам не надо, потому что вы в Париже постоянно будете только гулять. Давайте покажем, какой вид у нас из окна. Тоже, я считаю, все красиво, достойно. И вот так вот выглядит еще раз наша комната. Ну что, вы готовы? Собрались? Едем дальше на Мартиник. Все, друзья, всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. И следующее видео ждите уже с острова Мартиник. Всем пока-пока, удачи. Эвеля, попрощайся. Скажи баб. Скажи баб. Баб.